Говоря о Рижском производственном объединении «Радиотехника», мы сразу, конечно же, вспоминаем замечательные акустические системы, производимые этим легендарным предприятием и горячо любимые нами как в 80-х годах прошлого столетия, так и в сегодняшние дни. Порою не совсем заслуженно забывая о тех высококлассных устройствах, которые заставляли данную акустику звучать. И именно им, стационарным магнитофоном и усилителем Рижского производственного объединения «Радиотехника», и посвящен сегодняшний выпуск. Магнитофон-приставка «Радиотехника М201С» выпускался с 1983 года и был предназначен для работы в радиокомплексе «Радиотехника 101 стерео», хотя мог использоваться и отдельно. Магнитофон имел переключатель входов и типа ленты, люминесцентный индикатор уровня сигналов, счетчик расхода ленты, поиск фонограмм по счетчику и нулевому сбросу. Коэффициент детонации составлял 0,15%, максимальный частотный диапазон от 40 до 14 тысяч Гц. Магнитофон-приставка «Радиотехника МП-7220С» выпускался с первого квартала 1987 года и имел встроенную систему шумопонижения, светодиодный индикатор уровней записи и воспроизведения, возможность работы с двумя типами лент, псевдосенсорное управление режимами работы лентопротяжного механизма, автоматическое последовательное воспроизведение двух кассет, режим автоматического поиска фонограмм, формирование нормированной паузы при записи, электронный счетчик расхода магнитной ленты, полный автостоп и даже устройство дистанционного управления всеми режимами лентопротяжного механизма на инфракрасных лучах с дальностью работы до 5 метров. Коэффициент детонации составлял не более 0,19%, а эффективный частотный диапазон от 40 до 14 тысяч Гц. Магнитофон-приставка «Радиотехника МП-7210С» выпускался с первого квартала 1989 года. Магнитофон имел встроенную систему шумопонижения и систему динамического подмагничивания, а также квазисенсорное управление всеми режимами лентопротяжного механизма. Коэффициент детонации составлял 0,19%, а максимальный частотный диапазон от 40 до 14 тысяч Гц. Магнитофон-приставка «Радиотехника МП-7301 стерео» выпускался с 1989 года. Имел клавишный переключатель режимов работы, люминесцентный индикатор уровня записи и воспроизведения с электронным счетчиком расхода ленты, раздельный по каналам регулятор уровня записи, активную систему шумопонижения, а также возможность выбора типа ленты. Функционал магнитофона был расширен устройством оперативного отключения источника записи, а также устройством память в счетчике расхода ленты. Номинальная скорость ленты составляла 4,76 см в секунду, коэффициент детонации не более 0,19%, а рабочий частотный диапазон от 40 до 14 тысяч Гц. Магнитофон-приставка «Радиотехника МП-7307С» был подготовлен к выпуску в начале 1991 года и имел возможность установки произвольной длительности паузы с автоматическим ее запоминанием, псевдосенсорное управление всеми функциями магнитофона, а также систему дистанционного управления. Коэффициент детонации магнитофона составлял не более 0,19%, а частотный диапазон был расширен вплоть до 16 тысяч Гц. Усилительно-коммутационное устройство высшего класса «Радиотехника 010 стерео» было разработано в 1975 году Рижским радиозаводом имени Попова. Устройство имело электронную коммутацию входов и режимов работ моно или стерео, пятиполосный регулятор тембра, контроль сквозного канала и даже беспроводной пульт дистанционного управления с возможностью управления громкостью, стереобалансом, включением и выключением устройства. Номинальная выходная мощность составляла 70 Вт, диапазон рабочих частот от 20 до 30 тысяч Гц. Усилительно-коммутационное устройство «Радиотехника 020 стерео» выпускалось с 1977 года Рижским радиозаводом имени Попова. Устройство имело электронную коммутацию входов и режимов работы, стрелочные индикаторы уровней сигналов, а также возможность регулировки тембров по раздельным частотам. Номинальная мощность составляла 50 Вт на каждый канал, потребляемая до 160 Вт, а вес устройства превышал 12 кг. Усилитель «Радиотехника У-101 стерео»
выпускался с 1985 года и имел электронный коммутатор входов, электронные индикаторы выходной мощности, устройство для защиты выходных каскадов при коротком замыкании в нагрузке, защиту громкоговорителей, а также защиту транзисторов выходного каскада от перегрева. Номинальная выходная мощность составляла 20 Вт на каждый канал, диапазон воспроизводимых частот от 20 до 20 тысяч Гц. Предварительный усилитель радиотехника UP001 стерео, выпускался с 1985 года. Усилитель обеспечивал выбор источника сигнала с последующей обработкой, имел плавную и ступенчатую регулировку громкости с отключаемой тон-компенсацией, раздельную регулировку тембра, а также регулировку стереобаланса. Номинальный диапазон воспроизводимых частот усилителя составлял от 20 до 20 тысяч Гц. Предварительный усилитель радиотехника UP7010 стерео и усилитель мощности радиотехника UM7011 стерео были разработаны и подготовлены к выпуску в начале 1987 года. Данные устройства были предназначены для совместной работы в составе блочного комплекса высшего класса типа KU00101, куда кроме усилителей входили еще две акустические системы S90B. Все три компонента вышеупомянутого комплекса были прекрасно между собой согласованы и по техническим характеристикам обеспечивали уровень профессионального назначения, а по состоянию на 1987 год данные компоненты не имели аналогов во всей стране. Частотный диапазон данного комплекса был без преувеличения практически безграничным и достигал 250 тысяч Гц у предварительного усилителя и 160 тысяч Гц у усилителя мощности. Номинальная же выходная мощность составляла 125 Вт на каждый канал, максимальная пиковая до 300 Вт. Полный усилитель звуковой частоты радиотехника U7101S выпускался с 1988 года и по большому счету практически ничем не отличался от усилителя радиотехника U101 стерео. Номинальная выходная мощность усилителя составляла 20 Вт на каждый канал, диапазон воспроизводимых частот от 20 до 20 тысяч Гц. Потребляемая мощность достигала 80 Вт, а масса 9 кг. Полный усилитель радиотехника U7111 стерео выпускался с 1987 года и входил в состав комплекса радиотехника K7111S. Усилитель имел графический эквалайзер, тон-компенсацию, ступенчатую регулировку громкости, а также возможность подключения двух пар акустических систем. Номинальная выходная мощность при нагрузке 8 Ом составляла 35 Вт на каждый канал. Диапазон воспроизводимых частот от 10 до 30 тысяч Гц. Усилитель радиотехника U7112 стерео выпускался с 1989 года и состоял из двух независимых каналов усиления с общим источником питания. В усилителе была система защиты, предотвращающая повреждения при перегреве, перегрузке по мощности либо коротком замыкании. Усилитель имел возможность прослушивания сигнала в режимах стерео либо моно, возможность тон-компенсации при малых уровнях громкости, ограничение диапазона эффективно воспроизводимых частот, а также возможность регулировки тембров по низким и высоким частотам. Был оборудован индикацией подключенного входа и перегрузки по каждому каналу. Номинальная выходная мощность каждого канала усилителя при сопротивлении нагрузки 8 Ом составляла 35 Вт, максимальная до 50. И завершает наш сегодняшний выпуск выпускаемый с 2000 года усилитель радиотехника FA7150. Данный усилитель состоял из двух каналов усиления с общим источником питания, имел систему защиты, предотвращающую его повреждения при перегреве, перегрузке по мощности либо коротком замыкании, встроенный графический эквалайзер, индикацию подключенного входа и пиковой музыкальной выходной мощности по каждому каналу. Выходная мощность усилителя составляла 70 Вт на каждый канал, пиковая достигала 220. Диапазон воспроизводимых частот от 10 до 30 тысяч Гц. Ну что ж, дорогие друзья, на этом у нас на сегодня все. С вас, как всегда, лайк, подписка и хорошее настроение. Ну а с нас много всего интересного. Хороших вам дней!